Огонь. Разбор-Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале новое видео. Перед вами 16-литровый двигатель Scania V8 DC16, который мы сняли вот с этого замечательного автомобиля. В предыдущем видео мы рассказали, почему мы это сделали, почему мы его снимали. Ну а в этом видео мы его полностью разберем и продефектуем. Посмотрим, в каком он состоянии. Пробег этого двигателя 1 740 000. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра. Мы начинаем разбирать и дефектовать. А в следующем видео мы полностью соберем этот двигатель, установим его на автомобиль и запустим. Также расскажем вам, сколько стоил этот ремонт. Также, друзья, после сборки этого двигателя вас ждет очень интересное видео про ремонт двигателя Volvo. Также мы сняли ремонт двигателя Citrac. И также мы сняли ремонт двигателя MAN, где мы будем менять 5-цилиндровый двигатель на 6-цилиндровый с полной разборкой и сборкой. Поэтому ставьте лайки, комментируйте наше видео, подписывайтесь на канал, для того, чтобы все выпуски выходили как можно быстрее. Спасибо. А что это вообще? Эмульсия сапуна, то, что кидает. Друзья, в предыдущем видео в процессе диагностики мы уже сняли клапанные крышки, сняли топливные форсунки и также сняли масляный поддон. То есть начинаем разборку мы вот с такого состояния. Валя, тут все пусто. Можем достать. Не доставалось. Турбина у нас подкидывала масло. Видим здесь вот наличие масла. Угу. Вижу. Есть повреждения на крыльчатке турбины. И здесь у нас масло. Так как сапун он отключил, то есть что сапун наружу, а масло здесь присутствует, значит говорит о том, что сама турбина уже начала подкидывать масло. В коллектора. Всё. Это масляный щуп. Проводка на стартер. Мы уже откручивали. Да нет, тут не в гайке дело, а там прокручивается. Вот посвети туда внимательно. Это что это мне там? Кажется, или что-то лежит? Аль ты не видишь? Я вижу. И что это? Запчасть. Логично. От чего? От форсунки топливно похоже больше. Помнишь, ты видел крышку побитую типа? Крышки вот такие вот удары, что это? Повреждения. Ну, видишь? Может было какая-то у него повреждение. Ну, что-то интересное, интересное. Потом увидим. Штанги.
Ткани оригинал. В каком Не, состоянии? ну, я думаю, ремень ты расходник. На что это похоже? Подрабатываешь. Миньоны эти, как их там? Для месяца. И на 3 месяца, естественно. Генератор. Ну, фильтр. Будя. Ну, здесь вот все в масле, да? Кстати, только что посмотрели, максимальная мощность DC-16 мотора 770 лошадиных сил. Ну, вообще, помнишь, ты на выставке был, и там был, Скания была? Голубая такая, Да. и на ней было написано S770. Я вот думал, тоже спрашивал, как... Да. Но это там не PDE, там, по-моему, X5 должен стоять. То есть такой V-образный, только уже X5. А вон заломчик. Здесь у нас отсутствовал один болт. И масса кидала, видишь, сколько? Ну да. О, как. Да, вообще чаще всего из-за этого. Хотя там тоже будет, в принципе. Так считается, датчик. Главное. Резко произошло? Компрессор воздушный. Двухцилиндровый. Там резиночка, видимо, она дубовенькая уже. А это отсюда и текло, да? Поэтому вся вот эта сторона у нас в масле. Тоже прикипевшая. Поможет? Не знаю. Если ее погладить. Вот там прям, Здесь даже резьбы нет. да, здесь даже не видно. Здесь хоть как-то просматривается. Будет с каждым нахуй. Ой, не бережешь ты спину. Пьяный фокус не удался. Друзья, я уверен, что вы все знаете, сколько много недобросовестных продавцов автомобилей присутствует на рынке автомобилей. Это скрученные пробеги, серьезное ДТП, юридические проблемы, запреты на регистрационные действия, залоги и много-много других нюансов. Для того, чтобы покупать автомобили безопасно, я и мои коллеги давно используем дрон. В силу нашей деятельности автомобили нам приходится покупать постоянно.
На Дроме очень много удобных функций, в том числе в любом выбранном вами объявлении вы можете сразу купить полный отчет об истории автомобиля, который поможет вам проверить его по многим параметрам, таким как история обслуживания, реальный пробег, наличие ДТП, количество собственников, юридические нюансы и многое-многое другое. Это обезопасит вас от покупки проблемного автомобиля, либо попросту сэкономит ваше время тем, что, купив отчет до осмотра автомобиля, вы попросту не поедете его смотреть, если он проблемный. Поэтому я и мои знакомые, мои коллеги постоянно пользуемся Дромом для покупки как легковых, так и грузовых автомобилей. За авто иди на Дром. Ссылка в закрепленном комментарии. Продолжаем. Тоже понятно. Пускай коллектор. Топливной рампы. Насос бура. Насос топливный. Это не обязательно. Это вместе попробуем пощелкать. Вот, все забывал сказать. Вот говорю, друзья, все наши зрители со всего мира, без разницы, где вы находитесь. Если вы работаете на каком-нибудь интересном предприятии, на каком-то интересном, возможно, производстве, либо делаете какие-то интересные виды работ, вы можете снять видео о своей работе. Мы сами его смонтируем, все сделаем как надо и разместим на этом канале. Если вы хотите, чтобы вашу работу увидел весь мир, а наш канал люди смотрят со всего мира, мы можем сделать так. Мне недавно прислали ребята видео из Африки, как они, сейчас вставку сделаю, как они ремонтировали коробку передач. Но единственное, они прислали только среднюю часть ремонта. Я им сказал, чтобы они, когда в следующий раз будут снимать, чтобы это видео было полноценным, то есть от начала до конца. И я думаю, вам будет всем интересно посмотреть, как люди из всех стран мира работают. Пишите, контакты указаны под этим видео, покажем вашу работу. Первый пошел. Чем больше видосов, тем лучше. Ну да. Ну и на поршне здесь. Так и на поршнях, смотри, сколько поршней.
Он сказал на 1300 грамм. Как он только определил, непонятно. Синки уже такие дубовые. 16 лет мотору. Да, блядь, нагара, конечно, тут очень много. По гильзам, как мы их смотрели камерой, такого прям сильного нету. Схон есть, вот сверху нету, отсутствует уже хон только сверху. Выработка такая естественная. Уже через кольца уже явно с кольцами проблемы будут. Ну, одни только кольца менять смысла нет, будем менять без кольца. Человек не собирается продавать автомобиль, он собирается на нем работать. А вот ты кусочек положил, да? Пока что мы не выяснили, откуда это счастье. А что, эксперты что не сказали? А, надо залезть в комментарии почитать. Наверное, уже кто-нибудь прокомментировал. Ответ на вопрос. Что это? Похоже? Да. Вполне. Ну, то есть вот эта фигня в какой-то момент сломалась. Ну, скорее всего, штанга. Сюда гнула. штанга входит, да? Да, сюда штанга, скорее всего, гнула штангу. Ты видел повреждение на крышке. Да. То есть это вот что-то здесь было, какое-то повреждение. Скорее всего, уже поменяли вот эту одну коромысла, а вот это вот затерялось. Забыли. И там лежало, да, работало. Но опять возникает вопрос, а если повреждение по распредвалу? Потому что когда случается такая ситуация, возможно, съедает распредвал, зазор ушел или еще что-то, и тогда сломало, либо была повреждена форсунка. Сейчас мы увидим, что у нас ждет с распредвалом. Фильтр грубой очистки, можно сказать, масла. О, я уже вижу распредвал хана. Да. Вот здесь. Масло, обменник, теплообменник. Охладитель масла. Я прав? Да. Чистенький. А вот посмотрите, друзья, там в антифризе что у нас? Фокус. Так. Маслице. В какой-то момент он бы просто умер в дороге. Все форсуночки съедены. Все абсолютно. Все форсунки. Вот это центральное, да? Это пальцем цепляется. Выпуск. Жень, ты хочешь мелькнуть в видосе? Пятый или шестой? Где, видео? Ну. Ты должен у меня спросить. Ну, я вот Я буду спрашиваю. тебе умное что-нибудь рассказывать. Да, Понимаешь, купить за 10 миллионов и за 5 миллионов? Какая разница, блядь, скажи, что за него? Ну, так я же тебе и говорю. Я же тебе и говорю. Ну.
Ну так, нет? Некрасивый фильтр, да? Почему такой сжатый, блядь? А вот это только не вставляем. Да. Там что на английском чисто простота, если купили одну машину. 200 тысяч они посыпали. Эти мне там по гарантии ничего не чинят, там, это. 20 тысяч скинул задатка, потом еще, блядь, Рома ему. Да. А если что, я поспособствую всему-то. А на Славик, на СТО... Спасибо. Резинка. Помнишь, в том видео тоже что-то у нас с ней было проблема? Уже начало разлагаться из-за попадания туда масла. А смотри, сколько масла там. Нигерия. Кто-то звонит с Нигерии. Давайте ответим вместе. Вот иногда люди звонят, и я не знаю, что говорить, я языков не знаю. Алло. Hello. Алло. Good morning. Hello. Hi. I'm fine. How are you? Hi, friend. My English is very bad. Yeah, I'm calling you from Africa. I see you on TikTok. I see you on Yahoo. I like to Thank you. Write мне смс. Окей. А я с помощью Google Translate буду отвечать. На самом деле мы дружелюбные, мы всех любим, всех уважаем. Никаких проблем и каких-то плохих чувств никому не испытываем. Ну тут же ничего не ломается, правильно? Вот видишь? Что? Тен, в котором мы с тобой разговаривали. Который нагревает антифриз? Да. Ну как тут каки. Говняшки, видишь? Грязь. Красиво. Это что? Откуда? Грязь. Вообще в системе охлаждения. Всякие это самое. Ага, вот это вот система охлаждения. И вот здесь вот столько вот граница. Послушай, это наш песок, он грязь. Отложение. Че тогда? Что дальше? Переходим в эту сторону. Ну, ожидаемо цепление хана. Где? Борозды. Ну да. Да, пружинки имеют вот такие вот дефекты и износ. Но хозяин как бы и сказал, что на новый комплект сцепления лежит уже. Ну, это фракция от этого. От сцепления. Маховик тоже имеет небольшие повреждения уже. Такая специальная головка для откручивания шпилек. Может, кто-то не видел никогда. Блин, вроде сливали с блока. Вроде бы да. Перевернули мотор, сейчас поршни достанем.
мы уже глянули. Везде одинаково, да? Плюс-минус, да. Рождение Порше. Родился. Есть. Ну, кольца вышли. Угу. Ну, кольца, конечно, закольцевались уже капец. Закоксовались? Это когда кольцо Нагар, прилипает внутри. Маслосъемные нормальные или стертые? Стертые, Да, подстертые. вон видно, да. Сейчас, подожди, фокус. Да, пружинка подстерта. Все. Вот так они расположены. Подают масло на юбку Porsche. Вот у меня в машине почему-то после капитального ремонта на один цилиндр отвалилась такая вот фигня. Но Сергей сказал, что можно ездить. Да? Я так не говорил. Нельзя. Но мне тот, кто ремонтировал, сказал, это для форсированных двигателей, как бы тебе пофиг, у тебя не спортивная машина, можешь ездить так. Ну, это... Так был случай с Каней, помнишь? Где забилась одна форсунка, и там А, прогорел да. нахрен Порше. Да. У меня в машине. Явно что-то текло. Это чего? Возможно, из-под головы, да. Непонятно. Демпфер. Вместе со стартером. Стартер не снимали. Ну, отдельно потом сниму. Вот это кожух маховика, вот это стартер. Цепуна, типа, это от цепуна здесь сюда приходит. Вот этот снять заборник. Видишь, тоже два болта здесь находятся. За кожухом маховика. Резиночки поменять. Вот здесь уже. Угу. Ну, они как бы... Вот так, короче, надо. Итак, Вот- друзья, вот кто эта крышка. изначально смотрел первую часть видео, то есть изначально планировалось что? Заменить резинку, да, вот под этой крышкой. Вот под этой вот крышечкой, да. И это надо было делать на месте. Для этого надо было снять кожух маховика и открутить кольцо. Если не знать, то можно перекопать полмотора и не знать, куда лезть. Как мне сказал. Вот здесь эмульсия уже. Где? Будем скрывать, потом смотреть насос. В виде эмульсии. Ну да, грязь. Что? Видишь? Вот он, антифриз. Мгм. Здесь масляный канал. Подача А, масла. Вот. А вот здесь вот
Вот видишь? Ага. И мультискок. То есть вот эта заглушка, она ушла туда глубже. Вот она, эта заглушка. Она ушла глубже, где-то здесь уже антифриз начал попадать. Вот в этом месте он пошел сюда. И маслом выдавило, продавило сюда. И сюда здесь было давление масла. И этим давлением выдавило туда заглушку, вдавило его внутрь. То есть крылато стоит. И там уже начал где-то проходить антифриз. Ну, между заглушкой и блоком. То есть надо вот эту заглушку еще достать теперь аккуратно. И, соответственно, ее поменять. И все собрать назад. Делов-то, по сути, вот. Всего-то ничего, да, там заглушка. Проблема заглушки. А если вовремя эту проблему не устранить, то заглушка, ты говоришь, может уйти внутрь? Может быть летальный исход этого двигателя. Смотрите, коренные уже тоже вот желтенько до металла пошло. И здесь, смотрите, видите, тоже желтый уже пошел. Так, ну что, будем пробовать? Ставки. Сделано. Вышел. Это крайне, то есть ремень тянет наверх. Я уже так машинально помню по памяти. А Scania ставит замок против замка, и чтобы нарядник, да, нарядник. Она меня и заставила, ну, я... Друзья, ну а если вы уже досмотрели до этого момента, значит, вам все-таки интересно. Значит, Самое время подписаться на канал. да, поэтому поддержите нас лайком, комментарием, подпиской. Нам будет очень приятно, и вам на душе спокойно. Осталось нам только промерить блок, промерить коленвал, и сейчас разберем головки, посмотрим, что с ними. Скажи эту буду. Ну, вот крайне одна соточка. Ну, Ну и что? офигенно. Это для коленвала, для коренных. Сухариваем. ГБЦ. Головка, блок, цилиндр. Кто не в курсе. То мало. Эти вот маленькие штучки, это сухарики называются. Фиксаторы пружины, наверное. А, ну да, Правильно. можно так вот распедалить. Или клапана. Фиксатор. Что мы тут видим, собственно? Маслосъемные колпачки. Где они? Вот А где должны быть? здесь. Смотри. А, что? А, они не держатся, они должны здесь же быть. Да. Ты это снимаешь, да?
Да, снимает. То есть они послетевшие колпачки уже. Ну, вот этот слетел, видишь, а эти еще наполовину держатся. Угу. Даже слышно будет. Это выпускные. Выпускные, да. Ну, впускные они получше. То есть только чуть-чуть. Ну, Ну, вот такой. Ну, это все нормально, ремонтно пригодно или нет? ну, эти мы будем менять, потому как у нас вот здесь вот тело не очень хорошего. То есть по направляшкам, где пробивало, вот здесь вот. Угу. Здесь уже вот сюда вот отсутствие нормального напыления. А эти все равно нормально. Сырло нормальное, да. То есть почистится, клапана поменяются, направляющие поменяются и в путь. Все притрется. Да. У вас есть вот станок для ремонта клапанов. Вы пользуетесь им вообще? Иногда. Ну, в данном случае можно, да, впускной клапан. Вот этот немножечко пройтись и протирать. Будем спрашивать у клиента, будем ли мы менять на новые, либо вот эти восстанавливать. Пробивало. И вон там до черноты. Ну, выпускные мы будем менять однозначно. Впускные еще будем решать. Ну что ж, друзья, мотор у нас полностью разобран. Вы все видели сами, что в каком состоянии пробег автомобиля 1 740 000. А в следующем видео мы соберем этот двигатель, установим его на этот прекрасный автомобиль и запустим. А также в следующем выпуске Сергей расскажет вам стоимость работ, стоимость запчастей. Все расскажем, что как Вы есть. только подписывайтесь, Да. оставляйте комменты. С вас, как мы и договорились, 10 000 лайков, а с нас новое видео. Все, всем спасибо, кто был с нами. Мы не прощаемся, мы говорим. Да, скорых встреч. Все, давай какой-нибудь хлопок, там, не знаю, что-нибудь. Щелк надо так сделать. Топ. И потухло. Razborgruus, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.